Приветствую всех, уважаемые любители рыбалки. Сегодня наконец-то получил долгожданную посылку от фирмы X-Feeder. Это набор фидерных кормушек, так называемый сербская пуля, или иначе их называют кристалл. Одним из приятных моментов является то, что фирма сделала персональный такой стикер. Как видите, здесь написано «Подарочный комплект грузов кормушек для канала Все о рыбалке». Давайте я распакую эти кормушки и дальше расскажу, почему этот комплект был для меня таким долгожданным. Как видите, это набор из всех весов, которые есть у производителя в наличии. И почему же этот комплект я так долго ждал? Дело в том, что иногда бывают ситуации, когда необходимо забросить кормушку на далекие расстояния, близкие к 100 метрам. А иногда бывает, что и дальше. При выезде на большие реки зачастую приходится бросать до бровки или за нее. Эти расстояния иногда составляют, как я и говорил выше, 100 и более метров. Конечно же, все кормушки, которые у меня есть в наличии, практически недосягаемы до такой дистанции. Можно, конечно, постараться классическую клетку закинуть на такое расстояние, но точность заброса оставляет желать лучшего, поскольку клетку мотыляет в воздухе при забросе, и из-за этого страдает точность. Но опять-таки расстояния близкие к 100 метрам, практически недосягаемые обычными классическими клетками. Я задался себе целью найти кормушки, которые могли бы покрывать такую дальность заброса. И на свое счастье я нашел фирму X-Feeder, которая как раз изготавливает такие кормушки. Эти кормушки, как я говорил, называются сербская пуля. Очень популярная кормушка у спортсменов, особенно на соревнованиях, когда необходимо выцарапать рыбу буквально с противоположного берега. Мало того, что эти кормушки обладают великолепными аэродинамическими свойствами, то есть далеко летят, они также и обладают самой лучшей точностью во время заброса, то есть благодаря своему грузу, который находится впереди кормушки, такая кормушка летит не только очень далеко, но и очень точно. Очень часто бывает, что рыба стоит в каком-то определенном месте, грубо говоря, там метр на метр, допустим, да, у противоположного берега, и вам нужно обязательно попадать в одну и ту же точку постоянно. И только кормушка с переднеогруженным грузом позволяет совершить такой заброс. Зайдя на сайт фирмы X-Feeder, я увидел эти кормушки, сразу же заказал себе весь комплект, который есть, на пробу. Дальше уже посмотрим, если они мне понравятся, как они работают, как они летят. Я, конечно же, буду и дальше заказывать для себя не только эти кормушки, но и все остальные, поскольку фирма X-Feeder производит весь ассортимент кормушек, и клетки, и классику, и пластмассовые клетки. Это все вы сможете посмотреть у них на сайте. Может быть, потом я закажу еще какие-то кормушки и тоже сделаю на них обзор. Ну а пока вернемся к так называемым сербским пулям. Как видите, благодаря тому, что груз находится впереди, кормушка не только хорошо летит и точно, но я предполагаю, что она будет хорошо выматываться, но это мы посмотрим на практике, потому что у меня были аналогичные пули, только не с ромбовидным грузом, а с круглым, и они не очень хорошо выматывались. Посмотрим, если удастся в этом году еще выбраться на фидерную рыбалку, посмотрим, как ведут себя эти кормушечки. Как видите, у фирмы X-Feeder есть разнообразие цветов и покрытий кормушек. То есть есть разные цвета. Как видите, это покрыто песком. Абсолютно камуфлированная кормушка, которая позволит ловить на песочном дне, когда рыба очень осторожна, особенно в холодное время года, когда вода прозрачная. Также очень интересная кормушка мне понравилась в виде заросшей илом или травой предмет в воде, когда долго лежит. Он покрывается такой зеленой травой, и кормушка эта
Точно такое же покрытие имеет, конечно же, это искусственное покрытие. Как пишет производитель, оно износоустойчивое. И с ним возможно ловить на любом дне, которое является абразивным. Особенно хорошо противостоит стиранию вот такие вот кормушки, которые покрыты полимерной краской. По заверениям производителей, они очень хорошо держат свое покрытие, и оно не стирается. Значит, по спецификации, из того, что я вычитал на сайте, все кормушки сделаны из проволоки диаметром 0,9 мм. У меня были когда-то дешманские кормушечки из более тонкой проволоки. Очень часто бывало, что когда забиваешь кормушку, эта ячейка ломается и проволока впивается в палец. Это доставляет массу неприятных ощущений на рыбалке. Здесь же я думаю, что сделано все нормально, тем более, как указывает производитель, все концы проволоки зашлифованы. Вот видите, я провожу пальцем, то здесь все гладенько. Это значит, что вы не напоритесь, не наколитесь на эту проволоку, и к тому же при забросе не будет никаких перехлестов за эти торчащие усики. Фактически кормушки можно разделить на несколько видов. Это вот эти вот большие, как бы закормочные, это дальнобойные с большими грузами. И такие вот малютки с маленьким весом, которые начинаются от 20 грамм, прекрасно подойдут для ловли на пикер. Также такие кормушечки мелкоогруженные подойдут после того, как вы уже закормили свое место ловли. За кормочными кормушками рыба стоит на точке, вы уверены, что рыба клюет с постоянной периодичностью и нет смысла ее перекармливать, поэтому берете кормушку с маленькой кормоемкостью и ловите активно рыбку. Также эти мелкие кормушки подойдут хорошо для ловли очень осторожной рыбы. При заходе в воду эти кормушки, благодаря вот такой форме груза, очень тихо заходят в воду. Если получится, как я говорил, выйти на рыбалку, я продемонстрирую тот шумовой эффект, который создают классические клетки. И вот эти вот кормушки, так называемая сербская пуля. Они заходят в воду очень-очень тихо, что немаловажно в спортивных условиях, либо при ловле очень-очень осторожной рыбы. Помимо своей дальнобойности и точности при забросе, эти кормушки очень хорошо пробивают встречный ветер. Все вы знаете, как тяжело ловить, когда в лицо или дует встречный ветер, либо боковой ветер дует. Крайне тяжело пробить обычной клеткой сильный ветер и попасть в нужную точку. Эти же кормушки, благодаря своей форме, очень хорошо пробивают ветер. Так, во всяком случае, заверяет производитель. И основываясь на опыте многих спортсменов, которые уже использовали эти кормушки, я могу с уверенностью сказать, что сей факт имеет место быть, поскольку все именитые спортсмены уже давно пользуются данными кормушками и зарекомендовали себя эти кормушки только с лучшей стороны. Цепляется кормушка к вашей основной леске за счет вот такого колечка, петельки из толстой лески, которая зажата здесь в зажимной трубке. Опять-таки по тому, что я вычитал на сайте производителя, эти трубки завальцованы в механическом устройстве, то есть все здесь держится нормально, проблем с этим нету. То есть эта леска никогда у вас не оторвется и вы кормушку не потеряете. Учитывая тяжелые веса кормушек, вот эти вот, которые по 80 грамм, по 100 грамм, вы должны понимать, что нужно использовать удилища достаточно большой длины, это 3,90, 4,20 и, конечно же, с хорошим запасом по весу, то есть использовать удилище с тестом 150 грамм для того, чтобы не поломать свое удилище при силовом забросе таких кормушек. Учитывая, что вы захотите забросить на далекие расстояния, вам придется приложить некоторые усилия для этого. И для того, чтобы предотвратить поломку своего удилища, старайтесь использовать соответствующий по тесту удилища к соответствующим кормушкам. Надеюсь, что погода еще позволит выбраться на рыбалку, и я испытаю данные кормушки вживую. Будет еще один, так сказать, обзор прямо с места рыбалки. Посмотрим, насколько на самом деле они летят далеко и точно. Но мне больше всего интересует
вопрос выматывания этих кормушек, потому что, как я и говорил ранее, у меня были кормушки с круглым грузом, и мне не понравилось абсолютно, как они выматываются. Посмотрим, как выматываются данные кормушки. Как я и говорил в самом начале видео, именно данной модели не хватало в моем арсенале кормушек. Я думаю, теперь у меня есть все кормушки, которые необходимы для ловли в любых условиях. Посмотрим, как такие кормушки ведут себя на течении, на сильном течении, на умеренном. В общем, потестируем их вживую. В конце концов, если не успеем в этом году пойти на рыбалку, то впереди еще следующий 2020 год. Может быть, фирма X-Feeder предложит еще какие-нибудь новинки. В любом случае, заходите на сайт фирмы X-Feeder. Ссылку я дам внизу в описании. И выбирайте себе те кормушки, которые вы считаете нужными. У них очень большой ассортимент. Помимо вот этих вот новинок, есть и классика, и пластик, и металлический, и сетка, и клетка. В общем, все, что душе угодно. Заходите, выбирайте. Ссылка внизу в описании. Я же с нетерпением буду ждать возможности выбраться на рыбалку и вовсю поэксплуатировать эти кормушки и посмотреть, как они себя поведут. Конечно, в первую очередь меня интересует дальность заброса, то есть ловля с дальней дистанции, близкой к 100 метрам. Потому что у меня есть пару мест, куда обычными классическими кормушками я просто не достаю. И здесь как нельзя лучше подойдут такие вот кормушки, конечно же, с большим весом 80-100 грамм. Ну что ж, уже когда буду на рыбалке, я вам более подробно расскажу на практике, как эти кормушки себя ведут. А на этом, в принципе, все. Рад был поделиться своей новинкой. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, впереди будет много интересного. Всем удачи, пока!